Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Тэхён походу долго терпел и не касался Чонгука, всего 2 минуты. Как дайвер к шее Чонгука нырнул. Девятое место. Таким образом можно показывать миру свою принадлежность. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Coming Out Вигу произойдет в 2029 году? Риск для карьеры или просто надоело прятаться?» Простите, мы заняты друг другом. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Что это, если не момент, когда хочешь положить свое сердце в руки человеку, которому так многое хочется сказать, чтобы понял главное: ты все, что есть у меня, я так тебя люблю. Седьмое место. Место определенно имеет значение. Пересадить участников просто для того, чтобы быть рядом со своим Чонгуком. А потом погрузиться в мир, где только двое. Шестое место. Поведение пары. То, как Тэхён хотел взять Чонгука за руку, но, почувствовав микрофон, не стал это делать. Тогда его мальчик тут же переложил его в другую руку, чтобы была возможность обхватить локоть Тэхёна и прижаться плотнее, пусть и всего на секунду. Качество фото хоть и тапок, но это не помешает вам рассмотреть тот факт, что парни готовы сожрать друг друга прямо на сцене. Пятое место. Полное растворение друг в друге.
4 место. Забота. Извечная причина его улыбки. Чонгуку было плохо, а Тэхён делал его день лучше. Третье место. Новости. Он, конечно, не такой медовый, как Тэхён, но тоже та еще карамелька. К СМИ написали, группа BTS представит специальный поп-ап-магазин в честь выхода своего нового альбома «Arirang». 10 марта было объявлено об открытии BTS поп-ап «Arirang». Поп-ап-площадки будут организованы в 2 локациях – в универмаге Шинсэгэй и в здании Хайп в районе Янсан. Обе локации находятся в Сеуле. Для обеспечения комфортного посещения вход будет осуществляться через систему предварительного бронирования в приложении Weverse. Ключевой особенностью этого поп-ап-стора является коллаборация с Фондом культуры Национального музея Кореи. В соответствии с названием нового альбома «Arirang», BTS представит мерч, который по-новому интерпретирует традиционную корейскую эстетику в современном ключе. Товары, созданные совместно с брендом DS, бренд сувениров Национального музея, призваны способствовать продвижению ценностей корейской культуры во всем мире. Помимо эксклюзивных товаров коллаборации, фанатов ждет разнообразная продукция, включая худи и бейсболки. Предпродажа некоторых позиций начнется 12 числа в Weverse Shop, а с 20 числа для покупки станут доступны все товары. В день камбэка, 20 марта, мерч также можно будет найти в сувенирных магазинах внутри Национального музея Кореи. Улыбка Чонгука – лучшее лекарство. Эти глаза не спутаешь ни с какими другими. А если вам не хватило прошлой дозы, улыбка Тэхёна поможет от всех невзгод. Одна из крупнейших фанбаз Чонгука подготовила большой проект в поддержку долгожданного камбэка BTS. 21 марта, в день проведения участников живого концерта, на медиафасаде Лаукс
главной достопримечательности площади Кванхвамун и крупнейшем видеоэкране Кореи, будет транслироваться реклама с Чонгуком. Благодаря масштабам и форме медиафасада, реклама, состоящая из изображений и видео, будет видна с различных точек района Кванхвамун. Со стороны Чхангичхона, Сеульской площади, с противоположной стороны у здания Кванхвамун, а также непосредственно села самой площади. Медиа по 20 секунд будут показывать 70 раз в течение дня с 6 утра до полуночи. Скучаете по такому Тэхёну-хулигану? СМИ написали, BTS добавляют дополнительные места на концерт на площади Кванхвамун. Продажа билетов начнется 12 числа. 21 числа участники проведут мероприятие BTS Comeback Live Arirang на площади Кванхвамун в Сеуле. Чтобы обеспечить более комфортные условия для зрителей, агентство Big Hit Music и компания HYBE решили расширить зону просмотра до южной стороны перекрестка Сёджин-ро, район между станциями Кванхвамун и Сичхон, и добавить дополнительные места. Концерт будет проходить в формате стендинг, без сидячих мест, а трансляция будет вестись в режиме реального времени через установленные на площадке большие LED-экраны. Благодаря открытию дополнительных мест ожидается, что общее число зрителей достигнет примерно 22 тысяч человек. Билеты будут распространяться бесплатно через сервис NoTicket 12 числа. Для тех, кто уже забронировал билеты, повторное бронирование будет ограничено. Поскольку ожидается большое скопление людей, организаторы уделят особое внимание безопасности и предотвращению спекуляции билетами. HYBE будет в реальном времени отслеживать незаконные объявления о перепродаже билетов в интернете, чтобы заранее блокировать спекулятивную торговлю, а также значительно усилит процедуры проверки личности для всех зрителей. Кроме того, в зонах, где возможна перепродажа билетов, будет внедрена дополнительная система проверки, чтобы полностью предотвратить незаконный вход. И в этом, честно говоря, нет ничего удивительного. Весь мир ждет возвращения BTS, а армии со всех уголков планеты мечтают попасть на их такой первый концерт. Понятно, что в этот день на площади соберется огромное количество людей. Поэтому и компания, и городские власти делают все возможное, чтобы расширить пространство, добавить места и обеспечить безопасность для всех, кто придет разделить этот момент. Все мы знаем, что было в том воздухе. Косвенное расследование макро мошенничества с билетами на выступление BTS. Null Universe, компания, занимающаяся продажей билетов, инициировала проверку случаев мошенничества, связанных с приобретением и перепродажей билетов. После получения жалоб на предполагаемое использование макросов для автоматизации покупки билетов на камбэк-концерт BTS на площади Кванхвамун, полиция начала расследование. 9 марта глава Сеульского полицейского управления Пак Джон Боо выступил на очередном брифинге и сообщил о 3 расследованиях, связанных с преступными схемами в продаже билетов. Он подчеркнул, компания Null Universe
обратилась с просьбой расследовать факты использования макросов в своей деятельности. Комиссар Пак напомнил о рисках. Покупая билеты через посредников, которые используют макросы, вы можете стать соучастником преступления или подвергнуть свои личные данные краже. Требование денег под предлогом продажи билетов в таких случаях часто оказывается мошенничеством. Он сообщил, что в других случаях потерпевшие потеряли от 150 до почти 300 тысяч вон, став жертвами обмана при покупке билетов с рук. Еще одно дело связано с мошеннической перепродажей билетов на будущие выступления группы. Сейчас полицию тревожат схемы, в которых преступники обещают приобрести билеты с помощью макросов, но после получения денег исчезают. Также вызывают опасения случаи массовой покупки билетов с использованием программ для их последующей перепродажи по завышенной цене. На данный момент в результате мониторинга выявлено свыше 110 сомнительных объявлений, на которые направлены запросы о снятии с публикации и блокировке. В день концерта, где ожидается присутствие до 260 тысяч человек, полиция намерена мобилизовать 4800 сотрудников для обеспечения порядка, включая подразделения быстрого реагирования и личный состав местных отделов. Для предотвращения возможных инцидентов, таких как нападения с холодным оружием, наезды автомобилей или теракты, будут развернуты спецподразделения полиции, СВАТ, которые будут проводить досмотры и обеспечивать безопасность. Комиссар Пак подчеркнул, в отличие от предыдущих митингов, на этот раз речь идет о безопасности граждан, поэтому мы имеем право привлечь даже больше сил, чем обычно. Мы обеспечим достаточную численность полиции, чтобы люди могли спокойно наслаждаться концертом. Касательно опасений, что фанаты могут остаться на улице на ночь в ожидании шоу, он заявил: «Мы внимательно следим за обстановкой. Мы не можем запретить людям находиться на улице, но установка палаток и других сооружений будет строго запрещена». В заключение Пак рассказал об успешном проведении массовых мероприятий в праздничные дни 1 марта. Он подчеркнул, что порядок был обеспечен даже при сокращении численности полицейских на 50%. Пак выразил уверенность в дальнейшем развитии передовой кей-культуры массовых собраний, которая основывается на защите и поддержке граждан вместо жесткого контроля. Я готов подраться за него с Чонгуком. Пикантная деталь. Костюм Тэхёна с геометрией в драпировке, где оборка спереди создает волны из мягкой ткани. Кроме того, есть особая деталь на задней части воротника. Белые жемчужины, они такие красивые и милые. Это еще одна пикантная деталь, способная привлечь внимание изысканной публики. Выглядит как герой дорамы. Я бы с удовольствием посмотрел. Журнал «Эль Мэн Вьетнам» представил Тэхёна и Чонгука в качестве ведущих представителей азиатских брендов класса люкс. Азиатские лица, представляющие крупнейшие бренды класса люкс.
В 2026 году ведущие звезды Азии не просто посещают показы мод, но и становятся официальными послами мировых брендов класса люкс. Связь между влиянием знаменитостей и высокой модой – это уже не тренд, а ключевая часть современной поп-культуры. Азиатские амбассадоры переосмысливают мир роскошной моды, не только демонстрируя стиль, но и формируя стиль жизни и глобальное влияние на моду, подчеркивая растущую важность азиатской идентичности в индустрии. Ви Селин Картье, участник группы, известный своими визуальными эффектами золотого сечения и элегантной аурой. В настоящее время он является послом бренда Селин и Картье, что подтверждает его сильное влияние на мировую индустрию высокой моды. Чангук, Кэлвин Кляйн, Шанель Бьюти, Хаблот – самый молодой участник BTS, обладающий разносторонним талантом и сильным мужским обаянием. В качестве глобального посла Кэлвин Кляйн и других люксовых брендов он представляет собой символ молодости и современного стиля. Я просто уже хочу, чтобы у меня на сетчатке был отпечатан его портрет. Очередной скандал. Кто утвердил это фото? Netflix так увлекся своей рекламой, предвкушая получение прибыли от сотрудничества с BTS, что начал упускать важные детали в группе 7 участников. На постерах к камбэку Ари-Рэнг лица двух участников полностью скрыты светом. Немедленно исправьте это и измените изображение, чтобы все 7 участников были хорошо видны. Ничего такого, просто лапка Тэхёна гладит плечо Чангука, и выглядит это слишком правильно для того, чтобы сердце замерло на мгновение. Статья журнала «Кпапай Магазин» подчеркивает, как органично Ви сочетает элегантность и силу в тизерах Селин Хайва 2026, представляя его не просто как глобального амбассадора, а как поэтическое воплощение развивающейся эстетики модного дома. Ким Тэхён вновь превратил ожидания в искусство, представив тизерные изображения для показа Селин Хайва 2026. Эти фотографии, опубликованные в его Instagram, это не просто рекламные материалы, а скорее кадры из кинематографического пролога, сочетающие утонченную интенсивность с настроением сдержанной силы и элегантности, что позиционирует его как поэтическое сердце модного дома. Будучи глобальным амбассадором Селин с марта 2023 года и ласково прозванный парнем Селин, Ви воплощает изысканный, подрывной романтизм бренда через непринужденную роскошь. Мягкий, но структурированный крой, тонкие линии, роскошные ткани, такие как шерсть и шелк с едва заметным блеском, и наряды, которые кажутся продолжением его внутреннего мира. Тизеры показывают его в монохромной изысканности. Длинные двубортные пальто со строгими, но плавными линиями, хрустящие рубашки в сочетании с узорчатыми галстуками. Широкие пальто поверх вельветовых брюк, напоминающие классическое европейское кино, и четкие силуэты плеч, добавляющие современности. Позы варьируются от лежания в тихом самосозерцании до наклона вперед, словно он входит в сцену,
запечатлевая мимолетные, эмоционально насыщенные моменты. Сквозь сдержанную черно-серую палитру пробивается единственный, яркий красный шарф Селин, обернутый вокруг его шеи, намеренный мазок эмоции, описанный как сюжетный прием, вспышка страсти на фоне сдержанности черного. Он превращает иначе спокойные композиции в нечто живое, символизируя этот баланс мягкости и интенсивности. Это визуальное повествование идеально согласуется с более широкой художественной идентичностью Ви. С первых дней в BTS, где выделялись его богатый баритон и необычная харизма, до его сольной работы, которая предпочитает винтажные визуальные эффекты, приглушенные палитры, интроспективные тексты, джазовые аккорды, R&B грувы и размывающие жанры поп, он передает настроение и текстуру так же естественно через моду, как и через музыку. Тизеры Хайва 2026 кажутся более темной, более концентрированной главой в этой арке. Меньше мальчишеского обаяния, больше царственной зрелости, особенно пронзительной на фоне его военной службы и меняющегося графика группы. Как сказано в самой статье, эти фотографии не просто анонсируют показ, они анонсируют настроение. И, пожалуй, наиболее точно, Селин Ви не просто носит одежду, он рассказывает историю в каждом кадре. Эти снимки служат тихим, но мощным заявлением. Путешествие Ви от начинающего айдола до мирового иконы стиля продолжается, демонстрируя, насколько легко он ориентируется в музыке, моде и культуре, превращая каждый наряд в главу, а каждый тизер в миниатюрный кадр из фильма. Такой шикарный эдит с Чангуком. Реакция Чангука на 2 миллиарда просмотров клипа Dynamite на YouTube во время интервью BTS для GQ в итоге стала вирусной в социальных сетях. 6 марта журнал опубликовал новое интервью с глобальной кей-поп группой BTS. В одном из сегментов участники отвечали на вопросы, отправленные фанатами со всего мира. Вместо традиционного формата они исследовали интернет и реагировали на сомнения и комментарии, сделанные онлайн. Во время видео группа просматривала публикации на Quora, Reddit и Twitter, а также проверяла свою страницу в Википедии, чтобы убедиться, что информация была правильной. В то же время они также отвечали на вопросы, отправленные фанатами через YouTube и TikTok. Когда фанат спросил в комментариях YouTube, какие ваши любимые клипы, участники поделились своими выборами. Чимин и Чангук упомянули No Day и On. Тэхён выбрал Butterfly, в то время как Хасок упомянул Dynamite и Butter, отметив, что Dynamite уже превысил отметку в 2 миллиарда просмотров. В этот момент Чангук привлек внимание фанатов забавной и удивленной реакцией. Клип достиг этого рубежа на YouTube в сентябре прошлого года, став первым видео BTS, достигшим такого успеха. Интервью GQ также ознаменовало первую полноценную беседу всех участников BTS вместе после завершения обязательной военной службы. Контент был опубликован незадолго до выхода нового альбома группы Arirang. После публикации различные отрывки видео быстро распространились в социальных сетях, став вирусными среди фанатов по всему миру. Второе место. Это так интимно. Все еще одна из самых смущающих вещей.
Вся жизнь Тейкук, а ты в ней третий лишний. Первое место. То, как они залипают друг на друга, всегда и везде. Что бы вокруг ни происходило, мир сокращается до них двоих. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения,